Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Как обычно, мы говорим об овощах, но сегодня я хотела бы в честь выходного дня поговорить о цветах. Я люблю цветы, у меня большие клумбы. Хочу вам показать, что я выращиваю, какие однолетники растут у меня на клумбах, какие композиции в этом году созданы. Думаю, если вы увлекаетесь цветами, вам это будет интересно. На этой клумбе у меня посажено несколько видов цветов, однолетники. Это агератум, это белая сальвия. Вот посмотрите, какой агератум. Красивейшее растение, очень редкого сине-голубого цвета цветы. Хорошо разрастается, но обязательно нужно верхние черенки снимать, для того, чтобы растение больше цвело, чтобы соцветий было больше. Рядом с агератумом растет маленькая туечка. Вот она. Это туя смарагд. Она такого зелено-салатного цвета. Это маленькое растение, ему только год. Туи обычно разрастаются на 3-4 год. И вот белая сальвия. Она немножко пострадала от мучнистой росы, потому что ночи холодные и гриб берет свое. Но я думаю, что солнышко пригреет, и она выздоровеет. Вот еще одна сальвийка. Здесь агератумы. Бело-голубая клумба. Мне очень нравится такое сочетание. Это цвета, которые подходят друг к другу. Клумба выглядит очень элегантно. Посмотрите, какие шапочки у агератума пушистенькие. И вот еще одно красивое растение. Это многолетник. Вот, посмотрите. Он только-только зацветает. Такие мелкие цветочки. Растение совсем крошечное, но разрастается и создает такие подушечки. Очень красивое. На дальнем плане высажена хоста подорожниковая. Огромные будут кусты, она только разрастается. Только-только посажена в этом году. Я ее пересаживала буквально в начале лета. Вот здесь хочу показать вам еще очень красивые тоже однолетники. Это львиный зев. Львиный зев белого цвета. Вот здесь он только начинает цветение. Посмотрите, какие шапочки. Только прошел дождь, поэтому он немножко грязный, но подсохнет и все это осыпется. Вот такая бело-голубая клумба. Растения посажены группами по 6 растений, 6 сальвий и 4 агератума, потому что агератумы больше разрастаются, это кусты намного больше, чем сальвия. Сальвия миниатюрное растение, в данном случае высажено. У меня несколько сортов сальвии в этом году. Сейчас я покажу и другие. Это вот туечка смарагда. Идемте на следующую клумбу, посмотрим еще. Здесь начинается цветение гортензии. Это молодой куст. Он высажен прошлой осенью. Уже есть 3 соцветия, 3 основных стебля, на которых будет формироваться остальная кустовая часть растения. Рядом барбарисовик вертикальный. Тоже разрастается. Он тоже посажен был прошлой осенью, но уже даже есть плоды. Посмотрите, он цвел и уже есть ягодки. А это новая поросль. Еще зеленый стебель. Только разрастается.
Рядом здесь посажена розочка Black Magic. Она уже в полном цветении. Некоторые цветки я уже даже срезала, увядшие. Но бутонов еще много. Она хорошо покормлена и будет цвести, я думаю, еще недельку, так это точно. Вот на втором плане еще одна клумба. Сейчас мы к ней подойдем и поговорим, что там посажено. Это моя вторая клумба. Здесь тоже высажены и однолетники, и многолетники. На переднем плане растет алисум. Посмотрите, какой он. Белый, пышно цветущий. Растение из семейства крестоцветных. Если вы хотите, чтобы капуста хорошо росла у вас на огороде, то алисум рядом сажать не стоит. Потому что он привлекает тех же вредителей. И ту же тлю, и белокрылку, поэтому с ним надо быть аккуратным. Сразу за алисумом растет цинерария. Это тоже однолетнее растение. Я его люблю из-за резных листьев. У меня несколько видов цинерарии. Это вот один из них. Еще дальше на заднем фоне это колиусы. На этой клумбе высажены колиусы такой расцветки. Сейчас я покажу подальше. Вот так вот. Группами они посажены. И внутри растет розовая сальвия. Вот такая вот она нежная, красивая. Она только начала цветение. Я еще не снимала первые цветы. Они еще даже не успели набрать полную силу. Где-то через недельку будет уже видно, как она цветет во всей красе. И на дальнем фоне бело-красная сальвия. Она тоже только разрастается. К сожалению, ее немного подъели слизни. Но это дело исправимое. Надо просто разложить гранулы от слизней. И все будет в порядке. Вот такая эта клумбочка. Идемте на следующую. Это клумба, которая размещена по соседству с предыдущей. Здесь многолетники, здесь растут розовые кусты. 3 розовых куста. Это молоденькие кусты. В основном это розы Дэвида Остина. Это будут большие 1,5-метровые кусты где-то через 2-3 года. На заднем плане хоста и однолетники. Здесь тоже есть и агератум. Видите, он доминирует в этой картинке. И колиусы совершенно другой расцветки. Вот как они выглядят. Здесь розовый цвет листа, зеленая каемочка. Рядом с колиусами растут белые львиные зевчики. Миниатюрные растения, очень красиво, пышно цветущие, целые белые коврики. Посмотрите, как выглядит агератум. Агератум, вот он агератум, только начинает цветение. Вот львиный зев и вот алисум. И все это благоухает неимоверно. Вот такая еще одна клумбочка. Вот так они выглядят вдалеке, издалека. Здесь дорожка. Теперь хочу показать еще одну геометрическую клумбу, которая буквально вот через дорожку от этих высажена. Вот как она выглядит. Здесь все посажено по диагонали. Это диагональная клумба. Она обсажена агератумами, а внутри растет несколько видов однолетников. Такие вот колиусы яркого свекольно-малинового цвета. Очень красивое растение, хорошо разрастается. Куст набирает силу. Колиусы выращены из семян. Все здесь выращено из семян, которые сеялись в середине февраля. Это цинерария. Рядом с ней белая сальвия миниатюрная. Вот на заднем фоне, вот сейчас я покажу. Это львиный зев.
Я только срезала предыдущее цветение, и сейчас он будет формировать новую волну. Он такого розового персикового цвета. Очень красивое растение. И рядом сальвия. Вот, посмотрите, пурпурная. Какой красивый цвет, фиолетовый. Целая такая плеяда сальвии здесь высажена. По соседству медовый алисум. Дальше еще сальвия. Еще один вид алисума. Это фиолетовый алисум. Он разрастается меньше, чем медовый. Цветочки более мелкие, но цветет тоже очень красиво. В качестве растения компаньона для фиолетовой сальвии, для пурпурной сальвии, он здесь тоже смотрится великолепно. Фиолетовый алисум высажен возле пурпурной сальвии для того, чтобы быть растением-компаньоном. Вот еще белая сальвия. Дальше розовый львиный зев. Вокруг высажены цинерарии и только-только начинающий цветение агератум. И еще здесь небольшая группка колиуса. Вот они. Здесь 3 колиуса, но они скоро будут огромными растениями. Они только-только набирают силу. Вот такая вот клумба. Сейчас я вам покажу, как она выглядит из этого плана. К сожалению, фотоаппарат не может передать полную картинку, потому что его видение ограничено. Ну, как можем. Конечно, это не глаз смотрит, а только глаз фотоаппарата, не человеческий глаз, поэтому все выглядит немножко иначе, чем в реальности. Это могли бы вы увидеть. Вот такая вот эта клумба из однолетничков. Ну и теперь пойдемте посмотрим красивый микс-бордер, который у меня высажен вдоль забора. Там тоже много интересных растений. Здесь отдыхают бакопы. Они высажены в небольшие горшки 2-литровые. Цветут вовсю. Цветочки мелкие, но очень красивые. Очень нежное растение, хорошо разрастается, любит влагу. Это тоже однолетничек. Очень красивый, такой нежный. У меня 2 вида бакопы, белая и голубая. Разрастаются, набирают силу. А так выглядит микс-бордер, который посажен вдоль забора. Тут тоже несколько видов однолетников. По периметру высажена цинерария и алисум, белый алисум. А внутри клумбы уже самые различные растения, которые ее украшают. Это вот гвоздика китайская, однолетнее растение. Она пока еще в горшках. Я еще ее не высаживала. Здесь на фоне очитков красная сальвия. Здесь большой куст цинерарии, такой красивый, мощный куст. Это цветет гортензия. Гортензия бобо. Она небольшого размерчика, примерно 80 сантиметров высотой куст. А там на фоне агератума колиус вот такой расцветки. Немножко дальше пеларгония цвета лосося. Очень красивое растение. Здесь тоже буйство красок. Пеларгонии. Кихеры. Тут маленький уголок из сальвий. Здесь присутствуют практически все сорта сальвий, которые у меня есть. И расцветки: бело-красная, пурпурная сальвия, розовая сальвия.
Это бакопа. Белая бакопа тоже набирает силу. Скоро будут огромные шапки белых небольших цветочков. Это еще одна клумба. Здесь розовые кусты, но они уже отцвели. Остались только цветение лилии. Ну а в окружении алисум белый, алисум фиолетовый. Вот. И арабис кавказский. Здесь постриженные кусты самшита. Вот так они выглядят в виде шариков. И вот здесь еще одно красивейшее растение. Это тоже гортензия. Смотрите, какая красавица. Она только-только разрастается, набирает силу. Соцветия еще в зеленых тонах, то есть еще в полубутонах. Ну, она будет украшать клумбу практически все лето. Тут еще есть несколько видов роз, которые пока цветут. Остальные я уже обрезала. Это арабис кавказский. Такое интересное растение. Многолетничек. Хорошо разрастается. Ну, это синий алисум, фиолетовый алисум. Клумба с этой стороны. Все еще в цветении. Лилии. Аромат великолепный. Но скоро им нужна будет стрижка. И можно сразу рассаживать, потому что образовались уже новые луковички. Если вы хотите посадочный материал и изменить место посадки, самое время после цветения эти луковицы пересадить в другое место. Лилия хорошо выдерживает пересадки практически в любое время. Здесь тоже подстриженные кусты самшита, а между ними хоста. Спасибо за просмотр, за лайки и за комментарии. Надеюсь, видео было для вас интересным. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне это будет очень приятно. До скорого!